В этом видео я объясню большинство загадок и тайн игры Dragon's Dogma Dark Arisen, представленных в виде айсберга. Если факты из верхушки могут оказаться для некоторых известны, то дно айсберга хранит секреты, о которых известно лишь единицам. Будучи поклонником этой игры, я постарался максимально бережно отнестись к этому разбору, и чтобы не затягивать вступление, пожалуй, начну свой рассказ. Верхушка. Главарь гоблинов. Если не убить его в ходе квеста, то он вернется в крепость, и она будет снова захвачена. Если выманить его в коридор и прикончить его там, катсцена, где он убегает, не запустится. Секретная пещера. Это отсылка к пещере, куда можно попасть сразу, выйдя из дома главы Адара. Нужно не спускаться по лестнице справа, а повернуться налево и перелезть через ограду. Секретная комната в аббатстве. Существует пустая комната в башне аббатства, куда можно попасть только страйдеру или магическому лучнику, если использовать их навыки, такие как Leaping Stone и Sunflare. Перст создателя для Григория. Можно убить Григория одной этой стрелой в зараженной горе. Этим пользуются спидранеры, так как это экономит очень много времени. Если использовать стрелу уже непосредственно в битве с ним, на арене, стрела отнимет у него только одну шкалу жизни. Плохие концовки. Всего существует 3 дополнительные концовки, ответвляющихся от основной. Первая, или одиночество. Восставший принимает предложение дракона и меняет возлюбленную на свою жизнь в одиночестве, подобно Эдмунду. Вторая, или рабство. Нужно проиграть Синишалю в сражении, после чего восставший падает в мир людей в образе дракона, подобно Григорию. Третья, или мир. После второй битвы с Синишалем восставший может отступить к своей мирной жизни в Кассардисе, после чего он оказывается на берегу в рыбацкой одежде, будто нападения дракона никогда не было. Пнуть быка. Миссии на сопровождении повозки с головой гидры в Гранд Сорен можно пинать быка, чтобы он шел быстрее, но это отнимает у него здоровье. На него могут влиять лечащие заклинания и предметы, поэтому в спидранах этого быка пинают без остановки и лечат. Утверждение Нетти о герцоге. NPC из Гранд Сорена Нетти говорит, что у герцога было много жен, но не было ни одного наследника. Это связано с тем, что герцог убивает своих жен. Тоже может произойти с Элеонор, если не вмешаться в ситуацию, когда Эдмунд душит ее, а также если не спасти ее из прокаженного особняка. Уникальные враги в прокаженном особняке. В этой локации есть противники, которые не встречаются больше нигде. Люди-мистические рыцари. Причем они ходят не только с магическим щитом и оружием ближнего боя, но и с посохом. Происхождение огров. Согласно официальному документу от Capcom, огры были расой гигантов, проклятых богами. Они давно утратили чувство человечности, интеллекта и живут как животные. Наросты и короткие рожки на спине были некогда бородавками. Подделка камня воскрешения. В магазине Черный кот можно сделать копию практически любого предмета, однако не все они будут обладать свойствами оригинала. То же касается камня воскрешения, его подделка не будет работать. Реплики Феста. NPC Фест знает секрет герцога и прямо говорит об этом, но из-за того, что он шут, ему никто не верит. Вексель. После покупки 2 таких в древнем карьере, спустя 7 дней откроются 2 секретных прохода с сундуками. Проклятые резные фигурки. В аббатстве есть кладбище, и скорее всего в этом увядшем лесу погибло много людей. Вероятно, что эти проклятые резные фигурки являются оскверненными религиозными символами, и монахи не пытаются очистить их. Так можно объяснить то, что эти фигурки можно найти в кругу светящихся цветов, которые выращивают в аббатстве. Вообще аббатство довольно загадочное. Маловероятно, что это просто плохой дизайн мира, и Capcom не подумали об этом. Но действительно странно, что этот монастырь с несколькими женщинами находится в мертвом лесу, вокруг которого так много монстров, зомби, огры, и все это менее чем в 100 метрах от него. Шарлатан. Это NPC, который заправляет магазином Черный кот. Является загадкой, откуда он берет уникальные вещи для продажи, а также каким образом у него получается делать такие точные копии из практически любого предмета в игре. Кроме того, почему именно у него оказываются все потерянные квестовые предметы? Игра с пешками в брось-поймай. Пешкам можно бросать животных, вроде кабанов и оленей, и они будут ловить их и бросать обратно. Получается что-то вроде игры. Мелководье. Бодрик ломает 4-ю стену. На первый взгляд этот NPC походит на обычного бездомного безумца, который утверждает, что он и все вокруг не живут по-настоящему. Но для персонажа игры эти высказывания звучат совсем по-другому. Другими словами, он, вероятно, знает, что находится в игре. Нет луны.
В игре действительно нет Луны, как игровой локации, это вырезанный контент. Поддельное кольцо. Кольцо змея дает 10% бонус к скорости произнесения заклинаний, пока оно у вас в инвентаре. Но в ходе квеста вы можете отдать герцогу подделку, тогда он не сможет открыть сундук с наградой и удивиться, посчитав, что волшебство кольца со временем рассеялось. Древние боги стихий. Существует несколько алтарей этим богам, и пешки часто говорят о них. Места, свидетельствующие о поклонении древним богам, включают катакомбы, считается, что там были жертвы богу земли, и алтарь бога воды. Башня Голубой Луны, возможно, также была построена в честь одного из древних богов, согласно легенде. Если это правда, то, скорее всего, это бог неба или воздуха. Баг Грифона. Скорее всего, здесь имеется в виду в целом странное поведение Грифона. Они могут не появляться долгое время в местах, где должны. Они могут улетать посреди боя, оставляя игрока без опыта и добычи. Кроме того, по сюжету Грифон встречается несколько раз, и хотя он заскриптован улетать при больших повреждениях, дабы игрок мог встретиться с ним в башне Синей Луны, будучи слишком сильным, игрок может успеть его убить, из-за чего цепочка квеста оборвется, и одна из дверей этой башни может остаться закрытой навсегда. Восставший Синешаль. При втором прохождении, если вы играете в офлайн режиме, то на троне в разломе вы увидите своего персонажа на момент убийства предыдущего Синешаля. При игре онлайн там будет последний персонаж из всех, который убил Синешаля и занял его место. Квина в катакомбах. В ходе квеста «Прощальный подарок», если выполнять его полностью, а не просто купить или найти где-то оберег паломника, то в катакомбах, а именно у входа со стороны Гранд-Сорана, вас будет ждать Квин. Она к этому времени будет уметь накладывать святые чары, что может помочь в битве с призраком. Доспех Грифона. Этот доспех похож на броню Гатса из Берсерка. Шорткат Камня Разлома. В Кассардисе после завершения игры появляется Камень Разлома, который ведет к дракону Ура. Исчезновение Пипа. В ходе квеста «Земля возможностей» вам приходится гоняться за Пипом, но он очень подозрительно убегает, а если точнее, то телепортируется от вас. При том, что на третий раз он убегает нормально, его можно догнать. Также исчезновение Пипа может быть отсылкой на то, как он и его семья погибают, если вы купите им дом или не выселите их. Безымянные люди. В ходе квеста «Безымянный ужас» на восставшего охотится группа безымянных людей. Неизвестно, являются ли они частью культа спасения, так как аргументы есть как за, так и против этого. Виверна в башне Синей Луны. В постгейме на месте победы над Грифоном и Саламетом появляется Виверна. Герцог перед битвой с Григорием. Герцог говорит восставшему перед битвой с драконом: «Внимай этому, воскресший, бросить вызов дракону значит бросить вызов Эдмону погибели драконов». Звучит иронично, потому что действительно, убив дракона, восставший практически убивает и герцога. Полет на гарпии. Если схватить гарпию в полете, она может отнести героя в недоступные другим способом места. Могила неизвестного путешественника. Возле пляжа Кровавой Луны есть могила неизвестного, которую охраняет голем. Фест лежит на полу. В замке Шут Фест иногда просто ложится на пол и лежит словно мертвый. Ни один другой NPC не имеет такую анимацию. Глубоководье. Географически невозможные проходы. В игре достаточно много локаций, чьи размеры не совпадают с их отображением в открытом мире. Древний карьер и каньон Душегубца являются примерами этого. Недосягаемый балкон павшего города. Вдоль каменной стены павшего города находится здание с недосягаемым балконом, куда невозможно попасть, даже используя драконов из-за невидимой стены. Место уничтожения. Квесты с досок объявлений, например, «Убить двух чаек», в некоторых версиях игры имеют маркер на глобальной карте, указывающий на практически пустую локацию места уничтожения. Почему квесты без маркера указывают именно туда – загадка. Реплики нежити. Тревожно то, что нежить будет рассказывать воспоминания о своих прошлых жизнях, очевидно не подозревая, что на самом деле они больше не живы. Например, «Моя одежда грязная, хочу домой, мой ребенок, я не хочу умирать, я очень голоден, должен продолжать работать, что жена скажет, так устал». Алан в аббатстве. После того, как восставший убьет всех монстров в древнем карьере, Алан откроет лавку в районе заброшенной шахты. Но если квест о торговцах и монстрах запущен, но не завершен до квеста «Последняя битва», Алан переедет в аббатство и откроет магазин там. Ошибка лута башни Синей Луны. Из месторождения руды здесь может выпасть амулет демона, а из оружейной кучи камень печали, хотя должно быть наоборот. Смерть Вальмира. Куда именно уплывает Вальмира после квеста – загадка, но учитывая то, что он может быть похищен драконом в качестве возлюбленного восставшего,
Он явно не погибает в пути, несмотря на всю свою рассеянность. Эльфы. Эльфы — это еще один вырезанный фрагмент игры. Глава Адара. Этот персонаж сыграл в жизни восставшего огромную роль. Он нашел и приютил героя, когда его выбросило на берег, а позднее воспитывал. В официальном документе от Capcom говорится об Адара, заботиться о главном герое, у которого нет семьи. Мертвый Куралиск. Еще до квеста с нападением Куралиска на Гранд Сорен его можно найти мертвым на мосту неподалеку. Бездна. Странные звуки, которые звучат в лесу Нордфейс. Эти звуки принадлежат австралийской птице, называемой кукабара. Почему именно ее пение добавили в игру? Загадка. Чаша герцога. Когда восставший побеждает Григория и всем возвращаются их сердца, герцог становится слабым и безуспешно пытается схватить конкретный кубок. Чаша, которую Эдмунд опрокидывает, когда он падает, представляет собой полусферу, которую обхватывают когти дракона. Предположительно, это усиливает образ герцога как бича дракона, что, конечно же, является полной ложью. Место сражения. Неизвестно точное расположение локации, где восставший сражается с Григорием в последний раз. Другая сторона ворот. Здесь речь идет о другой стороне запертых ворот теневого форта. При их активации появляется зловещая цитата: «Враги, они близко». Однако вы можете попасть на другую сторону как наземных, так и подземных ворот. Над землей это делать бессмысленно, так как пол не имеет коллизий, поэтому вы либо упадете в коридор внизу, либо провалитесь через всю карту. Под землей вы действительно можете пройти по коридору, но, к сожалению, быстро натолкнетесь на невидимую стену. А если у вас нет камня телепортации, вы в ловушке. Могила Аша. В начале Черного острова есть могила, но непонятно, чья она. Возможно, Аша, Греты или Олры. Мастер оружия. В ходе квестов поклонения идолу и спрос поставщика, в которых нужно отдать идолы Кэкстону и Мэдалин, они говорят, что отнесут этих идолов мастеру оружия, который расширит их ассортимент. Кто этот мастер, неизвестно. 60% вырезано. Это действительно правда. В презентации Ицуна можно видеть масштаб всего запланированного, но вырезанного контента. Темный епископ. Когда-то архисвященник Святого Ордена, Темный епископ, был искажен ужасами Черного острова. Помимо того, что он могущественный заклинатель, он вызывает проклятого дракона в качестве своего союзника и может манипулировать им. Точная история этого персонажа и источник власти над драконом остаются тайной. Трон Пламенного Слуги. Глубоко у подножия Вечного Падения в Гранд Сорене находится трон Пламенного Слуги. Его цель и происхождение неизвестны. В центре области находится решетка из тяжелого металла неизвестного назначения, на которой нанесены странные знаки. Каков принцип его действия и для чего предназначен этот люк, остается загадкой. Герцог пытается убить восставшего. Большинство квестов герцога направлены в первую очередь на убийство восставшего. Он делает это для того, чтобы последний не узнал его тайну, связанную с драконом. Саламет инсценировал смерть. Теория состоит в том, что Саламет вложил свою душу в кольцо змеи, чтобы обмануть смерть. Это беспроигрышный вариант. Либо у воскресшего, либо у герцога кольцо хранится в целости и сохранности. Саламет надеется, что ни один из них не разрушит кольцо. Темный человек. После убийства второй фазы Даймона тело распадается, обнажая темного человека, окруженного зеленым туманом. Тот же самый зеленый туман виден вокруг трупов восставших, разбросанных по острову, которые разговаривают с вами. Установлено, что их души попали в ловушку Черного острова, а их страдания питают Даймон. После убийства Эша его душа была освобождена, и ей позволили уйти. Остальным, видимо, повезло меньше, их души слишком испорчены, чтобы когда-либо уйти. Несмотря на то, что Эша больше нет, сущность, известная как Даймон, продолжает жить. Остров все еще цел и опаснее, чем когда-либо. То есть его хозяин не только жив, но и менее человечен, чем раньше, из-за использования более испорченной души. Новый Даймон использует души павших воскресших, чтобы возродиться и подпитаться. На сегодня это все секреты, которые мне бы хотелось осветить. Если видео будет вам интересно, я вполне в состоянии продолжить тему тайн, теорий, а также вырезанного контента игры Dragon's Dogma и не только.